Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за Луи, за такого прекрасного ученого, мощного, жесткого луичника. Надеюсь, мне это принесет парочку топ-1, этот скинчик. Ну, начнем мы с легких боев, именно для них я взял косточку, да, потому что хочется все-таки посмотреть, ну, как бы легкие бои, мне именно хочется посмотреть сейчас рейтинг, сколько оно будет мне давать за топ-1, потому что это интересно, тут в начале боя пишет 10 рейтинга. За командные бои дают 15 рейтинга. То есть примерно за стандартные бои должны дать примерно 18. Возможно 20. Ну, короче, от 15 до 20 будут давать за командные бои. Из этого возникает вопрос. Стоит ли играть в командных боях? Интересный вопрос, на который у меня нет ответа. Похоже, я выбрал не тот путь. И сейчас иду туда, куда не надо идти. Потому что, как видите, здесь... А нет, гляньте, тут есть Джейд. Ура, Джейд. Джейд, привет, давай дружить. Дружить, я сказал, дружить. Дружить, ты куда побежал? А ну, дружить, я сказал. Дружить. Ах ты, падла. Вы посмотрите на этого гада, просто из ниоткуда. Вот именно вот это вот я самое больше всего ненавижу в боях. Именно вот эту вот дичь, связанную с тем, что постоянно кто-то приходит. Мозга нет вообще просто. А 10 уровень как бы, если что. Ладно, давайте дохилимся косточкой. В общем, я не договорил. Больше всего ненавижу эту дичь, когда кто-то приходит и лутает с тебя аптечки. Когда ты только что победил противника. Это самое душное, ну, в соло-боях именно. Ну, не в командных, я не хотел сказать. Именно в сложных соло-боях. Самая большая душнина, которая у нас есть в игре. И это капец как бесит. И вот именно из-за этой фигни я не хочу играть в соло сложные бои. Хотя, конечно, придется на некоторых персонажах, потому что ну, там рейтинг сейчас максимальный. В командных боях только 15-шка. И чтобы в командных боях хоть чего-то достичь, нужно сыграть, ну, сколько боев? Ну, не знаю, но достаточно много. Пусть убегает отсюда. Мы сейчас побежим вот сюда вот. Сандали святого как бы. Ну, 15 побед. 15 дает победа, да? Ага, конечно, Лиски, конечно. 15 нам дает победка. Значит, чтобы взять 1200 командными, ну, допустим, с 1100, да? Допустим. Нужно прилично боев. Чуть штук 8, наверное, понадобится. Ну, плюс еще то, что вы будете проигрывать иногда. Конечно, даже если сконцентрированно играть и не терять. Вот она, Лизи, бегает здесь. А мне показывала, давай дружить, давай этот. Видали? Вот такие вот они игроки в зубом. Тех, кто показывает такие смайлики, типа, давай не атакуй. Вот такие вот. Поэтому, как говорится, запоминайте, ребят, этих гениев игроков. О боже, что ты на пингвине? Что с тобой не так? Если можно было пойти залутать, там было время. Капец, посмотрите на этого пингвина. Вот душный, а? Вот душный нубас. Лишь бы залутать аптечку. Свою достань, а ту и лутай. А то лезут к моим аптечкам. Так, пойдем сначала задушим пингвина. У него легендарный все-таки дроп. Мы меткие. Так, ну давайте на него мышки отправим. Он просто ездит, посмотрите, он даже не дамажит меня. Закинем в эту. Залутаем фулл легу. Да, какие-то очень странные противники. Это даже не боты, понимаете, насколько это обидно? Это даже не боты. Ну вот они. Мозг. Что я могу сказать, ребятки? Ну, косточка, конечно, была очень полезна. Прям капец, какая полезная штука. Особенно, когда ее не нужно использовать. Очень полезно. Ну ладно. Мы сейчас заменим Луи на что-нибудь хорошее. Точнее, косточку на что-нибудь хорошее. И пойдем в командные бои. Скорее всего, это будет дефибриллятор. Потому что Луи пока у нас не будет качать 4-й слот. Ну, пока что. Пока что. Я потом подумаю. Ай, дефибриллятор, как бы... Ну да, нужно сначала выбрать командные бои. Конечно, конечно. Ай, игра, как же ты мне нравишься. Опять же, неизвестно, что сделать разрабы с балансом. Точнее, рейтингом. Да, баланс, потому что баланс я вообще не изменил, чтобы изменился. Как были неадекваты целыми кучами у тебя в командах и против тебя, так и остались. Поэтому никакой разницы я не вижу в балансе. А вот в рейтинге, да, занизили. Что теперь командные бои сложнее играть. Я, конечно, понимаю, для чего это. Потому что, ну, игроки, которые топово прокачанные, они хорошо себя бустили чисто в командных боях. Топ-1 брали постоянно. Но они это заслужили, потому что они прокачались, потому что они могут кнопки нажимать. Тут, в принципе, ничего особенного нету.
В этом плане. Но, блин, сейчас залутаю, договорю. Ага, конечно. Никсу очень нужно. Никсу спасать не будем, если что. Ладно, так. По поводу, опять же, командных боев. Сейчас в игре 30 персонажей. И брать 2К рейтинга на них практически невозможно. А уже, блин, на 28 было невозможно. Я даже сейчас не знаю, эти челики вообще берут себе 2К рейтинга или нет. Потому что я не посмотрел в конце сезона, кто-то взял себе или нет. Ну, просто ради интереса. 30 персонажей на 2К рейтинга забудь. Понимаете? А сейчас еще и командные бои понизили в рейтинге. И сейчас их очень сложно будет лутать. Так, ну, дамажим красивенько. Никса бахаем. Красивенько тоже. Закидываем. Туда тоже закидываем. Красивенько. Пока что бахаем еще раз. Я сейчас умру, скорее всего, нет. Добиваю бака. Так, нужно сейчас убивать бота, чтобы была аптечка. Лутаем ее и идем спасать нашего Брюса, которого сейчас убьют. Точнее, не нашего Брюса. Ой, как лагает. А что так лагает? Душнина. Душнина. Да помогите вы, бесполезные. Капец, какие же они бесполезные. У меня просто слов нету. Ну, бак, ну залети ты хоть раз. Ну, бесполезный. Ой, как они меня бесят. Как они меня бесят. Они что-то на этих челиков слева агрились постоянно. Ну, резни ты уже, ну. Неспособный. Ну, помогите вы, больные животные. Ай, как же горит этих неадекватов. Стоят, ничего не делают, фигней страдают. Ты там слева, справа, пытаешься их развалить. Ох, 4 аптечки потратил за файт. 4 аптечки. Моя команда. Что я могу сказать? Ой, опять же, нельзя агрессивно играть, нельзя быть на передовой. Нужно держаться вдалеке и просто бахать. Пока твои гении умирают. Что по-другому сейчас играть невозможно. Баланс, как говорится. Вон они, 6, 9, 10, а кнопку нажать слишком сложно. Это не их уровень нажать эту кнопку. Хотя бы. Ладно, лутаем аптечку. Отправляемся наверх к зебре. С этим красавцем. Который тоже залутали аптечку. Ну и теперь надо идти драться. Лут у нас, в принципе, только по гранатке есть хороший. Опять же, спасибо большое этому Никсу. Неадекватному 8 уровня. Да. Ладно. Я не злопамятный, фиг с ними. Все равно эти неадекваты никогда нормально играть не научатся. Наверное. Так, залутаем аптечку. Чтобы противнику меньше досталось. И нужно драться дальше. У нас там зебра бегает. Быкует. Лук нашел, хорошо. Лук это хорошо. Противник, кстати, там бегает. Надо бы откидать гранатку. О, они что-то испугались, куда-то убежали. Непонятно. Непонятно. Какие-то противники очень странные. Вот он, кенгуручник был, скорее всего. Сбрили мы кенгуру. Красивые, да? Второго сбриваем. Так, сейчас черепаха сбреем. Надо похилиться. Правда, очень больно, как вы заметили, мне там прилетело в один момент. Так, поставим стенки пока что. Залутаем здесь еще. Ля, там Луи бежит. Ты чё, Луи? Я тоже Луи, как бы. Блин, у него чуть получше Луи, чем у меня. Но я пожестче. Там 2 Луи, ё-мо. Так, нужно аккуратнее себя вести. Я дамажу как могу, но вы видите, да? Подставляться я вообще не хочется. А моя команда у нас хамелеона гениального, который решил почему-то пойти умереть. Это очень странно выглядит. Так, ну закидываем, что есть. Приходится идти бэковать на хамелеона, получать, ну, буквально миллисекунды мне не хватило, чтобы задефаться. Обидно это очень. Я сейчас, скорее всего, умру. Надо хотя бы команде отбежать. Жирафу этому гениальному. Видите, сколько он сделал? Видели, сколько он выстрелов сделал по почти мертвому Луи? Кстати, Луи играет через зубы вампира и бинт. Вот, кстати, такая сборка. Очень крутая сейчас, потому что у тебя бесконечный хил за счет зубов вампира и за счет бинта. И ты можешь вот так вот действовать. Это очень круто, когда ты, ну, нормальный уровень, а за тебя команда дегенератов, так сказать. Ну, что поделать, да? Сами все видите. Ходишь, выносишь всех, а твоя команда то пойдет, умрет, то ничего стоит, не делает. То есть кнопки нажать сложно. Вот тут Луи нужно было дать одну тычку, чтобы он умер. Жираф такой стоит. Пойду-ка я резну Никса, да. Гениально. Ладно, давайте попробуем немножко изменить сборку. Забить на свою команду гениев. И сделать пинт. Блин, ну одного жетона, вот, блин, знал бы, пооткрывал бы. Дефибриллятор меняем. Зубы вампира
вместо укола адреналина ставим, будем так играть. Все-таки на 14 уровне, я думаю, не шотнусь. Буду нажимать укол адреналина, ну, хилочку пораньше. Ну и кассетку оставим для урона. Конечно, этого мало, нужен 4-й слот, но что поделать. Погнали так. Ну реально, сейчас такая сборка, единственное, что тащит в боях. Зубы вампира плюс бинт. Все. И 2 слота на выбор. И лучше это, чем дефибриллятор. Вот реально. Намного лучше. Так, ну чё. Полутаемся сейчас быстренько. У нас тут есть легендарный бот снизу. Вот здесь вот где-то был. Попробую его сейчас автоатакой найти. Тут лук у нас хороший. Только что был, я видел. Вот он. Лутаем его и идем убивать легендарного бота. Блин. Ну ладно, пусть хоть меня лутает. Здесь хамелеон... Фух. Касается. Хорошо, что этот успел. А то этот больной хамелеон... Ну вы больная команда просто очередная. Почему только один игрок нормально попался? А можно больше одного игрока нормального? Пожалуйста, хоть иногда. Нет? Нельзя? Ну ладно. Хотя бы один. Итак, у нас есть, в принципе, все, что нужно для победы. Это змея и целый один я. Главное нам не подставляться, потому что мы не очень можем танковать. Ну, вы сами понимаете этот момент. Так, ну я тут закидываю неплохо. Он еще бобер неплохой. Смотрите, 12 уровень, оказывается. Ничего себе. Ничего себе. Жесткий бобер. Брабьер. Это на французском, наверное. Так, ну ладно, пойдемте дожимать черепаха. Черепаш, как жизнь молодая? Как семья, как дети? Как... Ну ладно, уже не важно. Не договорил, наверное, черепах. О, тут гранатки. О, там золотая гранатка. О, кайф. А, золотая змея, ну? Не? А, то есть змея досталась, а мне нет золотой гранаты, я правильно понимаю? Еще и больной хамелеон мне поставил стеночку, конечно же. Ему же очень нужно было это сделать, да? Стеночка, так сказать, была очень нужна сейчас. Очень нужна, наверное, была стеночка. Без нее он жить просто не мог. Ладно, давайте поможем змее долутать акула. Никса тоже долутаем здесь. Оно, посмотрите, оно просто идет, ходит, лутает эти штучки. Далеко собралась, Джейд? Ну что ж, моя имба команда победила. Змея молодец, остальные не очень. Ну, хотя, в принципе, тоже старались что-то делать, но Яру я вообще не видел. Ну и, кстати, заметьте, хп не особо не упало. Давайте еще один буст сыграем. Буст 15 рейтинга. Как это жестко, как это жестко. Раньше не успеваешь рейтинг бустить, а сейчас вообще не знаю, что делать, блин. Ну, 1100, как говорится, наш выбор. Ну, зачем нам получать жетоны за 1200 рейтинга, правильно? Правильно. 1200 это уже для сильных ребят, которые могут не пережить душнину в сложных боях на всех персонажах. Я так не могу. Я пока что это слишком слабый. Ладно, отправляемся драться. У нас здесь еще есть противнички. Правда, лука сейчас нету. Акул с бицухой, красавчик. Понимаю. Ладно, тогда не будем ботов добивать. Пусть акул это делает. Прекрасный красавчик наш с бицухой. Нужно пойти ему помочь. Хоть как-то. Ой, что-то я быканул, наверное, излишне. Или нет? Нормально? Нормально. Быканули нормально, короче, если вкратце. Бака под гранату выталкиваем. Все делаем красивенько. Акул там лутает бицуху. Закинем Джейд здесь. Немножечко расскажем ей... А, все, акул уже залутал. Красавчик, акул там. Ля, там змея 16-я. Змея 16 это которая против меня в прошлом бою была. Заметьте, кстати, как хилится круто. За счет зубов вампира, за счет всего остального. Ну, змея тут увидела, наверное, акула и сбежала. Акул, кстати, там пошел драться, надо помогать ему. Надо помогать акулу. А, он тут все солошит. Хотя змея очень сильно замедляет. Сильный друг на змее попался. Немного я акула противников поднакалил. Нужно играть вместе. Потому что это очень важно. Ну, кстати, акул, видите, вот абузер через первого Никса играет. Блин, какой же он здоровый. Здоровый пес. Там сейчас, кстати, акция еще продолжается на сундуки. Наверное, ее... Ну, с бицухой, я имею в виду. Ее, наверное, скоро закроют. Ой, надо... С трубкой на акуле. Что с головой? Чел. 2022 начал... Половина прошла. Блин, я что-то косякнул сейчас очень сильно. Дважды. Видите ли, просто в минус закинул все свои урончики красивые. Хотя мог бы там и красиво попасть. Но опять же, надо не забывать уворачиваться. Это тоже очень важно. Потому что противников очень вокруг дофига. Акул у нас на островке, нужно играть командно. Я намекаю акул об этом. Ты что такой дерзкий, слышь, зебр? Ну, кстати, заметьте, вот видите, хилится постоянно. Постоянные хилы.
Блин, как же бесит то, что промахиваюсь. Но Луи неубиваемый, получается. Нужно сейчас помогать акулу здесь, потому что здесь зебра неадекватно бегает. Ну как неадекватно? Так-то молодец вообще. Фиг попадешь. Очень жесткий зебр. Блин. Ну и как мне сейчас до них успеть? Ну вот что это за дичь? Один... Чтобы вы понимали, меня зебры вроде как вообще не успел достать уроном. Ну вообще он меня не успевал достать. Вопрос. Меня акул шотнул за 2 удара? Серьезно? То есть он прыгнул на меня своим прыжком. Ну, кусим, да? У него... И потом, когда он вылез, он вроде кинул мне гранатку и бахнул дробовиком. Если я не ошибаюсь. Либо зебр все-таки тоже успел бахнуть дробовиком. Ну, блин, с 2 ударов унести 14-го Луи, серьезно? 13-м акулом? Ой, как мне это нравится. Причем фулл хп было. Обидно. Ой, я что-то в лишний бой пошел. Ну ладно, давайте сыграем еще один бой. Ну тут, блин, просто неадекватная команда моя, в частности, которая полезла на этот островок, которые не хотели играть нормально. Просто нужно было сидеть на суше, и было бы все хорошо. Акулу нужно было просто на берегу сидеть. Боже, какие же они гении. Как же они меня бесят, ребят, вы не представляете. Как же это все бесит. Эта команда гениев лютейшим образом меня бесит. Мне очень повезло, что я успел, и Никс не прибежал. Что, не прибежал, да? 7-й уровень. Плеер. Не успел, да? Ну и хорошо. Шансы на победку возросли 10-кратно. Там как раз ботик. Правда, ли золотой гранаты у меня сейчас нет, это проблема, да? Хотелось бы золотую гранатку. Очень. Ну что есть, то есть. Зато есть легендарный лук, который мне позволит сейчас очень быстро бахать. И очень много бахать. Нужно найти срочно себе, кстати, лут хороший. И надо добивать этого гада, нажрать. Блин, ну вы видели этот... Офигеть, какой урон, какой урон. Какая же бобринская морда наглая. А я ничего сделать не могу. Посмотрите, посмотрите на них, они просто нулевые. Один умер, хрен пойми как, остальные стоят, смотрят. Ой, короче, валим с этого боя. Ну вот реально, играешь эти бои, а тебе нулевые попадаются. Почему эта команда противника может кнопку нажать? Почему они вместе ходили? Джет, зачем тебе эти предметы? Ты... Ой. Зачем они берут это на Джейд? Хотя, ну да, там не прокачанный Джейд. Ну да, вот про это я говорю, не прокачанный Джейд, ладно. Такие вот дела, ребятки, такой вот Луи, в принципе, сборка себя оправдывает, хороша, достаточно, но без адекватной команды, как вы понимаете, ну это не тащится вообще никак. Такие вот дела, плюс нынешний рейтинг, вы сами все видели. Это все, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Возможно, все-таки придется переходить в соло-бои. Не болейте, не скучайте, всем пока-пока.